Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Манчестер Сити ФК-24. И сегодня серия у нас стартует жарким матчем против Арсенала. Мы едем в гости к канонирам, и это первый соперник в этом сезоне, который действительно может дать нам бой. Они пока что не входят в первую пятерку, у них 11 очков, значит они расположились где-то чуть-чуть ниже 5-го места, но я думаю, они будут биться сегодня за очки, тем более они играют дома. У нас пока что 7 матчей, 7 побед, идем без поражений. Ну и поскольку мы играем за сильный клуб, постараемся в этом сезоне в чемпионате сыграть без проигрышей. Ну а вы поддержите все это дело своим лайком, обязательно напишите комментарий, если здесь впервые, подписывайтесь на канал, ну а также залетайте в наш телеграм, чтобы всегда быть в курсе новостей, анонсов выхода серии, уведомления о стримах, голосованиях, все там, по ссылке в закрепе. Там же ссылка на мой Twitch канал, где у нас проходят стримы, я всем буду рад. Ну и также ссылка на второй канал, где мы проходим различные сюжетные игры. Вот состав Арсенала, как мы видим, у них Нельсон получил травму, Салиба у них уступает место Киверу. И довольно интересный состав, у них также Рамсдейл на замене, есть Тросард, Хаверц, Бен Уайт. И, как мы видим, у них, видимо, Адиай — это игрок молодежки, возможно, раз у него нет геймфейса. Посмотрим, что они из себя представляют. Но у нас сегодня такой довольно стандартный состав выходит с первых минут. Ну и давайте начинать. Emirates Stadium. Арсенал против Манчестер Сити. Это 8-й тур чемпионата Англии. И нам нужно сегодня приложить максимум усилий в борьбе с Арсеналом, чтобы забрать на выезде 3 очка. Также сегодня нас ждет еще один матч в чемпионате. Ну а после игра с Young Boys в Лиге Чемпионов. Арсенал начинает с центра. Поехали. Не вижу я, ребята, в Арсенале Сака. Видимо, они продали его. А здесь хорошая передача. Эдерсон выходит, забирает мяч намертво. Снова Грилиш. Рядом есть Кевин Де Брюйне. Пошел пас на него, и должен Холланд открываться. Но Холланд уже в офсайде. Пока больше в центре поля проходит игра. Показывают нам фокус, конечно же, на Мартинелли. Мартинелли и Габи Жезус сегодня, мне кажется, это главная атакующая сила хозяев. Но, как мы видим, пока не очень аккуратно пытаются найти момент. Эрлинг Холланд. И вот здесь классный пас на Эдегора. Его Стоунс пошел встречать, и получилось. Получилось довольно аккуратно выиграть борьбу. Мусиала. Рядом есть Эрлинг Холланд, и Холланд набирает скорость. И мне говорили, что нужно почаще бить и Холландом издалека. И вот как раз-таки его плотненький удар. Голкипер с ним справляется. Мартин Эдегор играет по всему полю. Только что мы видели недавно его в атаке. Он пытался заскочить в штрафную, а сейчас он в опорной зоне. Ну и Габи Жезус тоже низко опускается. Арсенал очень медленно начинает свои атаки. Здесь классный отбор. Это Родри. Прокидывает мяч на Грилиша. Грилиш забрасывает на Холланда, но до Холланда мяч не доходит. Вот так, аккуратно. На втором этаже разыграли. Мусиала. Уолкер. Пас на Холланда. И Арсенал снова забирает мяч себе. Ну, с такой игрой Арсенала я понимаю, почему они не в первой пятерке. Когда вот так вот медленно идут в атаку, часто теряют мяч в центре поля. А здесь что, нарушение? Деклан Райс получает желтую карточку, потерял мяч, не выдержал, в подкате пошел в ноги Родри. Ну и арбитр не оставил это без внимания. А сейчас Фил Фоден хотел заскочить в штрафную, не дали. И Уолкер полетел в штрафную, Уолкер уже в ней. Скидка под удар Мусияла. С левой ноги пытался пробить в дальний, голкипер Арсенала на месте. 39-я минута и угловой. Кевин Де Брюйне, подача, Холланд. Реф фиксирует нарушение правил против голкипера. Гол не будет засчитан. Холланд так от досады бьет по воздуху кулаком. Грилиш играет на Мусиалу. Мусиала. А он ждет сейчас забегания Грилиша.
И, к сожалению, немножко не вырезал передачу на него. И на этом первый тайм закончен. Вот так пока скромно, 0-0. По ударам 3-0 в пользу нашей команды. Арсенал, может быть, чуть больше владел мячом. Мы чаще его отнимали. И пытались тут же быстро проводить свои контратаки. За счет чего 3 раза ударили по воротам. И 1 раз даже забили гол. Но, к сожалению, он был отменен. Мусиала. Фил Фоден. Удар с левой. На секунду могло показаться, что тот ныряет в угол. И у Арсенала замена. Томас Парти покидает поле, выходит Бен Уайт. И пас на Мусиалу. Мусиала грудью прокидывает мяч, но Габриэль здорово выбирает позицию и не позволяет игроку нашей команды пройти вперед. Фил Фоден. Эрлинг Холланд. Классный пас. Мусиала. Грилиш. А тут уже Томиасу. Красиво. И какая попытка перевода. И доходит мяч до футболиста Арсенала. Он продавливает Габриэля. Скидка под удар. И 1-0. Габи Жезус переигрывает нашу оборону. Переигрывает вратаря. И за 20 минут до конца Арсенал находит свой первый момент, который оказывается результативным. А все началось просто с сумасшедшего перевода мяча. Но здесь, может быть, Стоунс немножко помешал Эдерсону. У нас Доку выходит. У Арсенала тоже замена. Кевин Де Брюйне, Мусиала, Холланд. Фил Фоден. Хорошая попытка заброса, но, к сожалению, до партнера мяч не дошел. У нас выходит Альварес, выходит Гюндоган и Бернарду Силва. Кевин Де Брюйне. Его сбили. Реф молчит. И все меньше времени в этом матче. А вот так часто бывает. Ты атакуешь, создаешь моменты, а соперник забивает буквально с первой попытки. И здесь тоже привоз. Гюндогана. Одним движением убрали. Эдерсон спасает. Бернарду Силва. И 2-0. 2-0, ребята. Мартинелли, мне кажется, лучший игрок в составе Арсенала сегодня. Вот так вот своей убаюкивающей игрой они все-таки забивают нам 2. И сегодня, к сожалению, мы уступаем. Диаш и Стоунс очень тяжелые защитники. И вот если они так пролетают в какой-то момент, то, к сожалению, сделать уже что-то просто невозможно. Тем интереснее будет борьба в чемпионате. Ну, так вот мы сразу встретили достойного соперника и на выезде уступили. Но это поражение никак не отразилось на нашей позиции в турнирной таблице. МЮ по-прежнему второй. У них 3 очка до нас, недалеко Астон Вилла. Арсенал за счет победы вышел на 5-е место. У нас игра сейчас против Брайтона. Давайте посмотрим на их стартовый состав. Вот так он выглядит. У них такими волнами идут игры. То выигрывают, то проигрывают. Видим мы на скамеечке запасных у них Ансу Фати, Милнер, Уэлбак. Есть с кем усилить игру. Играют в бей-беги. И мы играем дома. Вот состав нашей команды. Поехали. Но сейчас нужно реабилитироваться перед болельщиками, тем более, когда мы играем при своих трибунах у себя дома. Показывают нам Фила Фодена, Эрлинга Холланда. Гвардиола пошел обменяться рукопожатием с главным тренером Брайтона. Ну и болельщики, конечно же, сегодня заполонили стадион. А вы знаете, было бы круто, если бы в карьере приход болельщиков был динамическим. То есть, например, вот команда у вас играет не очень здорово, и болельщиков, например, на стадионе меньше. А когда команда побеждает, то трибуны заполнены целиком. И это давало бы какой-нибудь небольшой, знаете, буст твоей команде. Это было бы круто. Хорошая передача на Грилиша. Грилиш пытается сейчас качнуть соперника на фланге.
Гвардиол. Подача. До Фила Фодена мяч не доходит. А здесь, кажется, пенальти. В борьбе с Грилишем игрок Брайтона подыгрывает себе рукой. Главный арбитр указывает на точку. Ну да, ему опустилось. Опустился мяч на руку. Эрлинг Холланд. Мощный разбег, мощный удар, и голкипер Брайтона из девятки вытаскивает. Ну вот это начало, ребята. Начало очень бодрое. Мусиала. Чуть-чуть покрутил здесь соперника. Холланд. Фил Фоден. Пытался навесить штрафную. Уолкер. Вдавили сейчас Брайтон к их воротам. Но, как мы видим, они очень большими силами обороняются. Грилиш. Мусиала. Он видит забегание Кевина Де Брюйне. Де Брюйне. Ждет Холланда на дальней штанге. Подача. До Фила Фодена снова мяч не доходит. Снова Мусиала. Есть свободная зона. Мусиала. Качнул соперника. Мусиала. Тонкий пас. Эрлинг Холланд. Мяч в воротах. 1-0. Мусиала выждал момент. Катил в ножку Холланду. И вот как раз они вдвоем сейчас и обнимаются. Там и Фил Фоден, Уолкер. Но Мусиала в этом моменте хороший. Посмотрите, сколько игроков Брайтона находилось в окружении двух игроков нашей команды. 32-я минута. Эрлинг Холланд забивает. Но вот таких моментов, к сожалению, с Арсеналом много у нас не было. Мусиала. Фил Фоден. И Холланд пытался здесь колотить на добивании мяч в сетку. Но в итоге игрок Брайтона там оказался, а не футбольный снаряд. Удар есть. Эдерсон красавец. Но предъявляет обороне. Жао Педро пробивал. Пошла подача. Гвардиол выигрывает второй этаж. Фоден. Тонкий пас. Эрлинг Холланд. Вот и второй его гол. Под самый занавес первого тайма красивый гол забивает Эрлинг Холланд. И делает счет 2-0 в нашу пользу. Ну и вот здесь Фил Фоден классно сместился к центру. Ну а Холланд шикарно исполнил. По ударам 4-1. Единственный момент у Брайтона был, когда Жао Педро пробивал в ближний. Но Эдерсон был спокоен в этом эпизоде. Эрлинг Холланд. Грилиш. Забрасывает на Эрлинга Холланда. Холланд мяч принимает. Бьет в дальний с правой. Но на месте вратарь. А вот здесь, ребят, как раз игра Холланда. Вот ему нужно что-то такое нестандартное. Где-то за шиворот забросить. Удар Мусиалы. Не везет пока парнишке. Просто не везет. Удар-то был хороший. Попади в угол. Мне кажется, вратарь бы не достал. Грилиш. Холланд. Снова Грилиш. Идет забегание Гвардиола. Гвардиол. Гвардиол залетает в штрафную. Холланд. Он насквозь прошивает голкипера Брайтона. Он оформляет хэт-трик. И я думаю, можно делать замены. Ну, здесь здорово Гвардиол ворвался. Почти что в самую ленточку. Ну и Холланд мощно вогнал мяч в сетку ворот гостей. У нас выходит Альварес, выходит Доку и Бернарду Силва. 3 замены на 68-й минуте. Альварес выкатывает на Кевина Де Брюйне. Де Брюйне видит Доку на правом фланге соперника, но здесь Доку слишком далеко мяч отпустил. Вот иногда... Не знаю, иногда игроки вот с последним обновлением очень странно себя ведут. Снова Гвардиол. Играет на Доку. Доку навешивает Бернарду Силва. Фил Фоден. Пенальти. Ну, конечно, здесь руками игрок Брайтона закрывал лицо. И какие могут быть вопросы? Кевин Де Брюйне. Берет разбег, бьет по воротам и забивает еще один гол Манчестер Сити.
Здесь все было сделано очень аккуратно. Давайте Аканджи выйдет вместо Уолкера. И остается играть примерно 5 минут. Ну, плюс, может быть, минутки 2 арбитр добавит, так что минут 6-7. Как же Педри здесь отборолся. Родри, не Педри, ребята. Все время почему-то Родри и Педри хочется местами поменять. Здесь жесткий подкаст, здесь желтая карточка. Надеюсь, что без травм. И Кевин Де Брюйне. Де Брюйне берет разбег. Бьет по воротам. Мяч застревает в стенке. И у нас остается буквально пара минут. Пас на Доку. И еще один гол. Еще один гол, ребята. Здесь Доку оставили вообще в одиночестве в центре. И на сей раз у него получилось переиграть вратаря. А Альварес оформляет голевую. Звучит финальный свисток, победа 5-0. И мы отправляемся в Лигу Чемпионов на игру против Young Boys. В группе Лиги Чемпионов мы пока что после 2 туров единоличные лидеры. У нас 4 забитых гола, ни одного не пропущено. Ну и у нас игра с Young Boys, которые сейчас, так же как и Лейпциг, имеют в своем активе 3 очка после 2 игр. У нас сегодня состав немножечко измененный, вот состав соперника. Ну и давайте посмотрим, кто у нас сегодня выйдет. У нас сегодня с первых минут выходит Альварес, выходит Гюндоган, а также Аке на левом защитнике. Поехали. Мы приехали в гости. Показывают нам Эрлинга Холланда. Хэт-трик оформил в прошлой встрече. В Лиге Чемпионов уже тоже забивал. Ну и посмотрим сегодня, сможет ли он забить Young Boys. Здорово, Мусиала. Добавил немножко здесь прессинга. Накидываем на Гюндогана. Гюндоган, Холланд, 1-0. Эрлинг Холланд, 3-я минута, первая атака. Ну и снова вот Мусиала, он где-то в подыгрышах. Очень хорош. Но здесь я бы отметил и Гюндогана, который даже пальчиком показывал, куда нужно сделать передачу. А потом еще и показывал Холланду, в какой угол нужно бить. Но здесь на противоходе просто встретили вратаря. 1-0. Эрлинг Холланд, 3-я минута и 3-й гол в 3 матчах. И снова Эрлинг Холланд, но слишком сильно не прижал как следует мяч. Проскочил, передача на Гюндогана. Мусиала. И не получилось скатить ногу Холланду. Зато здесь здорово, Альварес. И тоже до Холланда в этот раз мяч не дошел. Гюндоган немножко грубо. Young Boys сейчас ищет момент около наших ворот. Зашли уже в штрафную. Уолкер. Пытаемся встретить соперника. Ну и получилось в итоге вдвоем накрыть. Мусиала. Холланд. Нет офсайда. Эрлинг Холланд набирает скорость. И вот отсюда в дальний. Холланд начал, ребята, крушить. Жаль, конечно, вот, ну, Арсенал не позволил нам вот такую свободу действий у своих ворот. Там очень здорово действовали защитники. И полузащита, опорная зона опускалась своевременно. А те моменты, которые были, в большинстве случаев там действовал здорово вратарь Арсенала. Мусиала, снова здорово. И снова Холланд набирает скорость. Снова смещается туда же, откуда только что забил Холланд. Вот на сей раз голкипер справляется с ударом Холланда. Грилиш, Родри. И снова Грилиш. Можно сыграть на Гюндогана. А тот уже видит Холланда, и Холланд сразу заряжает, как развернулся. Но опять-таки, повторюсь, это снова не тот соперник, который бы вызвал у нас какие-то проблемы. И забросик на Холланда. И получите, распишитесь, еще 1 гол. Эрлинг сегодня не жалеет соперника в Лиге Чемпионов. Ну и Гюндоган. Очень аккуратная передача. Холланд обрабатывает мяч и с левой мощно пробивает в дальний. 3-0 на 49-й минуте. А вот и гол в наши ворота.
И здесь снова не доглядела оборона. Грилиш там выговаривает своим партнерам. Элли забивает 1 гол. Ну, очень легко. Вот здесь 2 защитника провалилось. Потом Родри пытался встретить. И тоже как-то оказался за спиной. Ну и в итоге пас, можно сказать, на пустые ворота. Команда довольно сильно подустала. У нас 20 минут. Здесь получает указание Кевин Де Брюйне от Гвардиолы. Холланд остался на поле. Доку. Пас на Холланда. А у нас следующая серия стартует матчем против Манчестер Юнайтед. Де Брюйне. Пенальти, ребята. Это шанс на покер Холланда. Сможет ли он забить? Холланд, разбег, удар. Здесь он точен. Покер Эрлинга Холланда. 2 минуты добавил главный арбитр. 2 минуты истекли, и мы, ребята, побеждаем со счетом 4-1. Покер Эрлинга Холланда сегодня приносит нашей команде победу. Ну а мы с вами увидимся уже в следующей серии. Поддержите видео лайком, напишите комментарий. Не забывайте подписываться на канал, а также залетать по ссылкам в телегу, на Twitch и на второй канал с прохождениями. С вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.